Всем привет! Продолжаем собирать скутеры из старых запчастей. Была немного пауза с проектом. Новый оператор появился, вот и его тестирую. Кепочку приобрел, брендинг типа микрофончик. Немножко обновления. Давайте в этом видео я хотел бы поставить вакуумный кран бензиновый и карбюратор. Ну, в патрубке, вот этот шланг, фильтр, карбюратор. Ну, не знаю, посмотрим, как получится, как пойдет. Вакуумный кран я хотел бы оригинальный. А тот, что тут есть, вот, то он не оригинальный. Не хотелось бы его ставить. Поищем именно оригинальный, японский. Давайте браться за что-то по чуть-чуть, потихоньку, что-то будем налаживать процесс. Вот надо его собрать, этот скутер. Ой, что я приболел. Смотрите, ну это ж типа, ну оно все не подходит, да. Но мы можем только отсюда хомутики взять. В общем, это будет много воды, вы как любите, готовьтесь. Это будет сейчас. Ну и что тут можно с него взять? Це якийсь металлолом. Ну ми можемо зняти. Отут один фірменний хомутик, я бачу, з нержавейки є. Фірменний, що то там написано. А это все китайские шланги, дубовые. Ну короче. Можно снять хомутик. Может будем собирать скутер из китайских запчастей. То оно пригодится. Из китайских? Ты что гонишь? Ну типа из таких, что все. Не, ну. Ого. Не ставьте это. Бачу, оно лопает. Ну, то есть это. О. Типа шланг. Но это не шланг, это якийсь пластмасс. О, бач, можно его поломать. Это ж, ну, мороза нету тут в хате. Ну, короче. Ой. Наш фирменный хомутик, кажется, тоже негодный что-то. Да, что делать? Тут у нас нету ничего. Тяжелое видео получается, потому что я не готов к видео. Ну, в смысле, что не с чего. Не, ну вот этот мягенький. Можно для чего-то себе оставить там на запас куда-то. Это неизвестно что. Хомуты. Ну, это тоже мусор. Это тоже все пластмасса. Короче, все. То я выкидываю. И шо в итоге? Вот эти все хомутики, шо в итоге? Ну тут такой же самый у меня металлолом. Там же ж идут якісь фирменные, да? Такие самозажимные в оригинале. А их нет. Вот типа таких, только маленькие. Давайте для начала найдем бензонасос. А там будет видно. Вот и пришел на склад. Надо найти. Если он тут есть. О, хомутик. Оригинальный. Хомутики, бачки идут. В оригинале. Может отсюда набрать? Точно. Давай отсюда намутим хомутику. О, бачиш? Тайо. Гикин. Ну, в общем, это... А, ну он поплавился. Ну, надо из старых запчастей, поплавился. Может, еще есть. Вот еще есть оригинальный, не поплавился. Одинаковые вроде. Подожди, а тот, что был... А, да, тот, что был, тоже такой. Значит, у нас есть уже два оригинальных.
Я что-то хотел поменять формат, что-то поснимать по-другому. Бачу, ну, что-то ничего не получается по-другому. Я хочу очень подробно снимать видео. А это получается много воды. Ладно, шланги потом будем. Надо знать, какой длины, какие шланги. Два я взял на складе оригинальных. Хорошо, что они есть. Но надо их проверить сначала. Сейчас будем их проверять. Фирменные, понял? Это фирменные. Ну тут смотри, два резьбы идут. Одна резьба и вторая, так? И вот я смотрю, что оно... А, то оно так. Тут просто усик вставляется, да? Сюда. Тут на болтик, ага. Ну я думаю, что там внутри что-то может быть окислено, что хочешь там может быть. Я решил его разобрать. А чтоб не сорвать вот эти винты, когда будешь откручивать, то там надо шилом болото поковырять, почистить, подобрать отверточку. Чтоб все плотно, ну, чтоб ты мог открутить. В принципе, мы можем плоскогубчиками открутить. Но пока мы будем откручивать, пока вы все тут, еще вы никуда не сбежали, то есть одно дело. Я запустил телеграм-канал, вот только создал новый. Вот я уже начал его наполнять разными. Ну, что там у меня было в архивах. Разные фоточки там. Сейчас я его наполню, чтобы там хоть было вам что-то интересно посмотреть. И дальше будем уже в реальном времени. Буду публиковать что-то из видео. То, что в видео не зашло, то, что будет заранее, чем в видео. Видео может выйти через неделю. Ну, в общем, тут сразу онлайн можно общаться. Комментарии. Понимаешь, ну, связь. В общем, кому интересно, заходите, приглашаю. Все, их почистил, вот эти винтики. А это тут после пожара как будто что-то горело. Можем из двух один соберем. Ну тут да, бачишь, открутилось. Даже что-то открутилось. Надо куда-то. Давай в такую мисочку. Сейчас будем собирать запчасти. Ну, сеточка есть. Бачишь. Ну, бачишь, який там мусор. Как можно его поставить, не разобрать его внутри, не посмотреть? Там может быть, что хочешь. Жуки могут быть какие-то. Опа. Бачишь? Тут как-то другой стороной. Вот этим усиком вниз был. А тут усиком наверх, непонятно, как правильно. Надо мануал, может. И тут прокладка есть, а тут ее не было. О, бачишь, чик. Все, теперь можно разбирать его. Я на нем тестировал аквабластинг. О, кстати, его можно отмыть аквабластингом. О, может их сначала отмыть? Но тогда туда попадет вода. Ну ладно. Разберем и потом помоем. Бачишь, аквабластинг как отмывает классно. Так, вот тут крутил, еще дальше. Ну. Опа. Да ты что гонишь, чувак?
Ого. Да, Олег. Там все ржавое. Так что по-любому надо было разбирать его. А, стеклошарики, прикинь. Вот стеклошарики. Как они туда попали? Как-то попали. Поэтому оно и поржавело. Это когда эквабластингом тестировал. Вон они все внутри. Стеклошарики тут. Вот это стеклошарики от аквабластинга попали внутрь. Главное не порвать ничего. Ой, а оно что, порвано? Ты что, гонишь? Или не порвано? Порвано, точно. А, ну да, оно уже порвано. Елки-палки. Да, Олег, да ты что гонишь? Елки-палки. Все, оно порвано. Мембрана, все. Она была двойная. Ну тут уже видно, что от старости. Да, это явно от старости. Ну, надежда на этот. Пробую его аккуратно. Опа. А тут, оказывается, и пружинка еще должна быть, а тут ее не было. Бачиш, пружинка. Тут что? Что она целенькая? Да, это вроде бы. Ой, я не вам показал, ничего не показал. Вроде бы не пробитая. Ну, вроде в хорошем состоянии, да? Ну, почти в хорошем. Что-то тут тоже. А кто это шкрябал тут, прикинь? Это не я шкрябал, тут кто-то уже шкрябал что-то. Понятно, значит тут уже кто-то был и шкрябал. Это не я. Разобрал, что-то посмотрел. Что-то тут пошкрябал. А вот сливное отверстие, если вдруг оно будет пробитое, фибра вот это, оно сюда будет вытекать бензин через мембрану. И ты узнаешь, что ага, знаешь, он пробитый. Но мы пока ничего не знаем. Давайте его попробуем, может, восстановить. Вот этот корпус. Ну давай вот так. Вот этот уголочек будет справа. Но это и для себя, чтобы запомнить, как оно было. И кружочек с нижним срезом справа вверху. Вот тут он просто круглый. Сейчас пробую его разобрать. Аккуратно. Ну, чтобы тут все протереть. Понимаешь, тут надо же
все протереть, поэтому надо его разобрать аккуратно, чтобы не порвать. А он что, не раскручивается? Не. Ну не знаю, попробую сейчас. Вот так аккуратно. Типа сложить ее. Может ее можно вытащить, такой, бачишь, насквозь. О, все, вот так она была. То я для себя запоминаю. Так, надо убрать лишние запчасти. Пружинка надо, сеточка. Лучшая сеточка из сеточек себе оставляем. Этот собрал обратно, он просто на запчасти. А тут выбрал все самое лучшее. И пружинку, и прокладочку, и колпачок. И теперь надо попробовать его собрать и проверить. Если он работает, то поставим его. А если не работает, то надо где-то искать на разборке. Давай для начала... Ну, самое главное, что тут есть, это вот эта мембрана. Если она пробита, то дальше собирать нету смысла. Я хочу ее протирать как-то чем-то. Или не надо ее трогать? Не, надо легенько ее протереть. Вот этот налет. Но она мягенькая такая, она не пластмассовая. Сначала я подумал, что надо взять спиртовую салфеточку и спиртом протереть. Но потом что-то передумал и решил ее просто помыть бензином. Это так на всякий случай. Она вроде чистая, но просто есть какой-то налет. Просто какой-то налет есть. И вообще подозрительно, почему ее кто-то тут пошкрябал эту ржавчину на отверточку и аккуратно сложил обратно. И почему-то он оказался у меня, а не на мопеде. Понимаешь? Почему? Может, он не работает? А во что-то белое. Как молоко вот. Смывается, бачиш, якась жижа. Что-то белое смывается все-таки, якийсь налет. Так что лучше помыть, конечно. Белый налет какой-то смылся. Все равно еще осталось вот белое что-то. Но чуть-чуть смылось. Да, надо все так перемыть. Сеточку тоже тут есть якийсь мусор. Он поплывет в карбюратор, если его не помыть. Вот сеточку помыл тоже. Вот тут тоже вот прям куски белого налета. Ой, якісь куски. Ну, в общем, там есть куски. Жесть, які куски. Ого, які куски. Если этот кусок попадет тебе где-то в жиклер, надо все помыть. Отмываем до стерильной чистоты. Тут все помыл. Следующий этап. Это надо притирать вот эти поверхности, бо тут что-то оно уже, ну, должно быть идеальная поверхность, а тут уже окислы какие-то. Мы будем притирать, но для начала хотел для начала сделать ему вид.
Ну, сделаем ему видок. Типа мини-реставрация у нас получится. Да если бы он был хороший внутри, я бы это все не делал. Просто, ну... Раз мы уже взялись, то уже сделать нормально. Ну вот, для сравнения. Конечно, эта вещь классно получилась. Следующий этап. Поверхности надо притирать. Ну, потом продуем компрессором, повыдуваем стеклошарики, если там где-то попал. Просто кусок стекла и наждачка 320 попробуем. В общем, хватит. Достаточно. Наверное. О, оно приклеилось само. Прикинь, за счет воды. Держится. Значит, оно классно там. Да-да. Значит, классно оно. Прилегает там себе. А запись не включил и рассказываю вам. Водой помыл и продуваем компрессором вот эти все трубочки, отверстия, резьбу. Все продуваем. Да, ну и головняк эти старые запчасти. Вот тут не помыл идеально. Ну ладно. Осталось болото. Еще от прошлой жизни у него. И в глаз попали шарики. Выдувал и попало в глаз. Прикинь. Все, начинаю собирать в обратном порядке. Я планировал после этого Yamaha Jog тоже собирать скутер из старых запчастей, но Yamaha BVS. Как вы смотрите на это? Это нормальная тема? Yamaha BVS из старых запчастей. Там есть наполовину такой пол мопеда. Типа основа есть, там рама, чтобы начать что-то. Но там много чего нету. Все, просунул его. Теперь на вот эти пиптики, выступы, прокладочка должна совпасть, чтобы она совпадает на свое место. Все, чик. Чик-чик. И дальше что? Дальше собираем, все. Там ржавчину я чуть-чуть почистил. Ну, можно было еще там прям зашкурить, но я думаю, что типа нормально. Так, тут была прокладочка, да? Подожди, она с этой стороны была? Да, вроде с этой. Ага, а куда вот этот клапан? Я думал, что вот этот клапан, что он с алюминием контактирует. Получается, можно было и не притирать, он же контактирует с пластиком. Вот тут главное, вот это место. Это клапан типа, мембрана. И она контактирует с этой дырочкой.
с этим отверстием. Понимаешь? Ну все, закручиваем болтики, винтики. А то сейчас техническое видео считается, да? А то техническое видео. Зажимаем сильно. Ну как сильно? Ну да, нормально так. Даже можно плоскогубчиком. Ну, чтобы надежно. Да. Наверное, этот пиптик наверх для того, чтобы за него потянуть и достать сеточку. Поставлю его наверх. Пиптик. Так что это получается слишком много воды. Я хотел поставить еще карбюратор в этом видео. Но что-то не получается. Очень длинное получается. Тогда что, в следующем видео? Да, будем ставить шланги и карбюратор. Не, в этом видео надо по-любому поставить хотя бы шланги. Ну вот он уже установленный. Да, интересно. Какие-то звуки там происходят. Интересно. Может и работает. Неизвестно пока. Японский болтик. Японский болтик. На этом скутере все японские болтики. Тут нету ни одного не японского. Вот он, японский болтик с маркировочками. Что он действительно японский. Ставим его сюда. Прикручиваем. Вот тут сейчас интересный момент. Вот как я должен тут шлангом петлять? Это вы хотите сказать, что инженеры тут продумали, да? Чтобы петлять? Как петлять шлангом? Вот эти петлять. Ты гонишь. Но он вообще не стыкуется. Ты прикинь, как надо тут петлять. Хопа, и потом хоп, да? Не, петлю нельзя делать, надо... Ну, короче, тут еще попробуй шланг так надень, чтобы он не перегибался. Склад с шлангом. То ж надо еще найти шланг, который возможно им петлять, чтобы он не, понимаешь, не перегнулся. А то они так задумали, чтоб ты петлял шлангами. О, то мне кажется повезло со шлангом. Это японский-то, ты что гонишь? Кейхин, вау. Чуешь, он как будто... Сначала я думал снять этот шланг. Просто шланг, он как будто подходит, чтобы сделать эту петлю. Туда как-то выкрутиться. Но потом смотрю, что даже стрелка совпадает. Видишь, стрелка вниз идет, то есть
Он как будто... Это даже хорошо, что фильтр будет стоять перед этим вакуумным краном. Мусор туда не попадет. Может тут с завода так идет. Может это родной вообще-то даже. Смотри, он как будто подходит. Бачишь? Туда надевается, вверх надевается. Вообще отлично. Так его и поставлю. Только неизвестно, что там внутри. Это ж бэушный фильтр. Мне эта идея очень понравилась. Даже не знаю, что бы я делал, если бы не попался мне этот кусочек. То надо было подбирать шланг. Это случайно мне повезло просто. Он как будто родной. Вообще отлично подошел. Хочу его помыть. Может там даже что-то видно будет. Вот на просвет видно. Видно на просвет, что там есть мусор. Ну есть чуть-чуть мусор, да. Но ничего страшного. Это же тоже японский, ну. Не, ну просто у меня нету другого, что. Я ставлю такой чуть-чуть с мусором, и что. Вы ставьте себе какой хотите, новый, китайский. Ну, мне подходит лично. Вот я его снял, так будет легче надевать. Сейчас попробую. Да, наверное, надо смазать тут. Сдвигаем хомутиком. Сейчас попробуем. Опа. Да, по диаметру не очень подходит оно. Да, не подходит по диаметру. Ну, можно насильно натянуть, конечно. Но это не тот диаметр. А, вот какой это диаметр. Понял. Сюда, да. Тут нет. Вот сюда, да. Вот это его родной, походу. Это уже, да, получается. Не знаю, что будет. Что он может лопнуть. Даже если он японский. Ну вот, натянул. Надеюсь, что оно не лопнет. Вроде качественный шланг фирменный. Еще и даже хомутик. Но это не тот диаметр. Видно, что оно. Это не оно. В общем. Да, и хомутик не надевается. Это я наколхозил с шлангами или нормально? Вроде неплохо, да, получилось. Ну, я бы не сказал, что это вышло плохо. Это неплохо. Нормально вышло, да? Могло быть и хуже. Нормально. Все в оригинале. А вот этот кибрик, я что-то его не могу сдвинуть. Может, он приклеенный. Его, если бы сдвинуть сюда, между железом, между вот этим железом сюда, вот этот кибрик, оно бы еще тут, типа, чтобы не перетиралось, типа, понял? Но он что-то не смещается. Его сюда надо. Ну ладно. Будет он протекать и вообще работает он. Ну залью чуть-чуть бензина. Капает.
Ну, может, его надо разработать туда-сюда. Надену трубочку и попробую. Ну. Ну, даже не знаю, бачишь, он держит, но плохо держит. Можно попробовать надеть его, может оно промыть, там что-то мусор. Например, надеть его в емкость. А тут создаем вакуум, открывается краник. Перхоп типа закрыл. Ну, отпустил, да, оно перестало капать. Ну что, оно будет наполняться? Да вроде держит оно, да? Не, наполняется. Да. В общем, капает. Ну, я так и оставлю, наверное. Ничего не буду делать. У меня нету выхода другого. Ну, капает, ну ничего страшного. Да, или напишите в комментариях. Може воно постоїть до завтра. И може воно проработается. Надену шланг и подниму его высоко. Чтобы оно не протекало. А завтра будет видно. А вы напишите в комментариях. А лучше скиньте в Telegram фотки, если у кого-то есть. Фотки, как оно идет, там, знаешь, чтобы все было видно. Я-то могу найти, но если у кого-то есть, то скиньте, пожалуйста. Это на вакуум, да, идет. Фильтра тут какие-то идут, может. Вообще, как тут оно идет в оригинале, как оно устроено, интересно. Ну ладно, я утром посмотрю или завтра. Может, оно перестанет капать. Посмотрим. Это критично или нет? Все, всем пока, до следующих видео. Будет интересно, если вы напишите по поводу того, что тут вот чуть-чуть оно капает. Что можно оставлять так? Но я еще посмотрю завтра, может оно перестанет капать. И еще, если бы кто-то скинул в Telegram шланги, как идут, где тут идут фильтра, как тут устроено. По заводу, как оно вообще тут все. Если у кого-то есть фотки, скиньте, пожалуйста, в Telegram. И вообще заходите в Telegram. И вообще трубу надо будет в одном из следующих серий. Может быть, в следующей серии поставим карбюратор. А потом надо будет выбрать время и сделать одну трубу, восстановить и продать ее. Вот тут надо купить к этому скутеру. Стопа нету. Передние поворотики. Надо будет в него вложить немного денег. Вот это уже продается 3500. Возможен торг. На Дио Левинчи Туринг. И, наверное, вот эту буду продавать. Левинчи ТТ, но ее надо переварить и сделать крепление. И одну Ясуни C21 надо продать. Бо их две одинаковых. Да, наверное, все их надо продавать. Просто их надо делать. Возможно, в одном из следующих видео. Какую-то сделаем.
восстановления и продадим. Всем спасибо за просмотр, всем пока.